Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я к вам сегодня с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Акцентирую ваше внимание, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Узорчики все универсальные, поэтому вяжите любой пряжей, не только такой, которую показываю я. Но я в свою очередь расскажу о ниточках, которые буду сегодня применять при вязании образца. Итак, новички, кто еще не вязал, смотрите, называются они Нако, Махер, Деликат. Идем дальше. По составу это 5% мохер, 10% это шерсть и 85% премиальный акрил. На камеру цвет передается намного ярче, так он поспокойнее. Но кому в любом случае понравился цвет, да, оранжевый такой, 12,92. Идем дальше. Крючок нам советует производитель брать 4, но дело в том, что я данную пряжу уже вязала, и вязала я ее крючком номер 3, поэтому сегодня я беру крючок номер 3 и вяжу данным крючком. Вы, в свою очередь, точно так же читаете аннотацию к вашей пряже, да, подбираете крючок под вашу плотность вязания, под рекомендации производителя, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу, например, 4 раппорта. Это получается 32 воздушные петельки и 1 воздушная петелька для того, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Значит, я буду, получается, набирать 33 воздушные петельки. Ну, а вы набирайте, сколько вам будет удобно, да? Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, как и у многих узорчиках, настоятельно рекомендую, особенно новичкам, сделать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. То есть в воздушных петельках мы можем запутаться, в столбиках не запутаемся. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Далее отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Это столбик с накидом. Накид. В следующую, получается, петельку цепочки ныряем и провязываем точно такой же столбик с накидом. И так мы шагаем до конца ряда, ныряем в каждую петельку нашей цепочки и провязываем столбик с накидом. Сами себя контролируйте. Количество столбиков по итогу должно получиться ровно столько, сколько у вас количество петелек в цепочке. То есть если в моем случае 33 воздушные петельки, значит должно получиться правильно 33 столбика с накидом. У вас может быть больше, может быть меньше, в зависимости от длины вашей цепочки. Не забываем, что первые 3 петельки подъема, да, которые мы провязали, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно. Угу. И в конце ряда я вас встречаю. Не сложно? Не сложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наш готов ряд со столбиками с накидом, все ровненько, аккуратненько. Далее приступаем к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите, по узорчику должны сделать 2 воздушные петельки. Раз, два. То есть итого получается у нас здесь 5 воздушных петель. Дальше смотрите, пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й столбик нырнули, провязали столбик с накидом. Воздушная петелька. Обратно вернулись сюда же и провязали столбик с накидом. То есть у нас сформировалась вот такая вот рогаточка. 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й нырнули, провязали столбик с накидом. Вот, по итогу вот такая картина. Далее только повторение. Опять 2 воздушные петельки. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й нырнули, провязали столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. И вернулись сюда же, обратно в этот же столбик, провязали столбик с накидом 2. Угу. Угу. 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять пропускаем 3 столбика. Раз, два, три.
в 4 ныряем, провязываем столбик с накидом. Ничего сложного, верно? Все, и вот так вот чередуете столбик, рогатка, столбик, рогатка, столбик. Дальше рогатка, столбик, рогатка, столбик, рогатка до длины вашего образца. Самостоятельно, потому что несложно. В конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, вот наши рогаточки, столбики готовы. И заканчиваем мы ряд. Смотрите, 2 воздушные петельки и столбик с накидом в 3 петельки подъема предыдущего ряда. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Опять делаем 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. И у нас здесь с вами получается 5 воздушных петель. Теперь мы будем повторять предыдущий ряд. То есть вот наша рогаточка, вот наша арочка. Нырнули в эту арочку и провязываем столбик с накидом. 1, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. То есть над рогаточкой рогаточка. Угу. 2 воздушные петельки. 1, 2. А теперь смотрите. Накид. Данный столбик мы будем провязывать. Смотрите, как захватываем столбик сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Это получается у нас рельефный лицевой столбик с накидом. Когда узорчик немножко вырастет, рельеф будет более виден. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. И в рогаточку, рогаточку. В арочку нырнули и провязали точно такую же рогаточку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Угу. Вот наши рогаточки. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. Точно так же одиночно стоит столбик 1. Мы его провязываем рельефным лицевым. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. Все. И вот так вот вы шагаете до конца ряда. Понятно? Не сложно? Давайте в конце ряда я вас встречаю. Будет очень красиво. Так, смотрите, вот мы практически закончили, да, наш ряд. Почему практически? Я хочу показать, как заканчиваем ряд. После рогатки 2 воздушные петельки. И помните, мы здесь набирали в предыдущем ряду 3 петельки подъема и 2 воздушные петельки по узорчику. Так вот, 2 воздушные петельки мы пропускаем и в 3-ю петельку подъема нырнули и провязали обычный столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. А теперь будьте внимательны. Мы делаем одну воздушную петельку по узорчику. У нас здесь получается 4 воздушные петельки. Накид. И вот в данную рогаточку провязываем 2 столбика с накидом. Повторяйте. 1, сюда же. 2. Далее воздушная петелька. И опять вернулись в эту же рогаточку, провязали еще 2 столбика с накидом. 1 и сюда же 2. И у нас сформировался вот такой вот веерочек небольшой. Видите? Дальше опять 1 воздушная петелька. А теперь будьте внимательны. Вот у нас, получается, идут столбики. Сначала обычный столбик. Потом мы провязывали рельефный лицевой столбик, но на этой стороне он выглядит как рельефный изнаночный. Мы должны продолжить рельеф, поэтому здесь данный столбик мы провязываем рельефным изнаночным. Накид. Захватываем столбик наоборот. Столбик получается за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем точно так же по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Рельефный изнаночный столбик с накидом. 1 воздушная петелька и дальше опять в рогаточку провязываем веерочек. Столбик с накидом 1. Сюда же получается столбик с накидом 2. Воздушная петелька. И опять вернулись сюда же столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Все, вот наш очередной веерочек. Опять 1 воздушная петелька и следующий столбик у нас будет рельефный и изнаночный. Вот таким образом столбик захватили, столбик у нас за крючком, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Все. И повторение, повторение, повторение. Не сложно? Думаю, не сложно. Давайте до конца ряда сами. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, у вас такая же красота получается. Итак, как мы заканчиваем ряд? Вот наш веерочек мы провязали, сделали 1 воздушную петельку. Так, и помните, в предыдущем ряду мы провязывали 3 воздушные петельки и 2 воздушные петельки по узорчику. Так вот, 2 воздушные мы пропускаем и в 3-ю петельку подъема нырнули, вытянули ниточку и провязали обычный столбик с накидом. Все, наш ряд закончен.
Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите, без воздушных петелек сразу же мы ныряем вот в арочку из одной воздушной петельки в предыдущем ряду веерочек, да, и провязываем сюда 7 столбиков с накидом. Раз, сюда же, два, сюда же, 3, 4, 5, 6 и 7. У нас с вами формировался вот такой вот большой-большой веерочек, да? Видите, то есть вначале рогаточка, рогаточка, маленький веерочек, большой. Далее, смотрите, присоединяемся опять к нашему рельефному столбику. В данном случае, да, на этой стороне он будет рельефный, лицевой. Накид. Захватываем столбик сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Видите? Рельефный столбик лицевой, из ряда в ряд получается. Угу. И дальше опять в арочку провязываем 7 столбиков с накидом. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Угу. И опять рельефный лицевой столбик с накидом. Накид. Захватили столбик сзади наперед, столбик перед крючком, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Понятно? Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот такая по итогу красота. Как мы заканчиваем наш ряд. Вот мы провязали последние 7 столбиков с накидом нашего веерочка. Делаем накид. И помните, да, в предыдущем ряду у нас было 3 петельки подъема и 1 воздушная петелька по узорчику. Так вот, в третью петельку подъема нырнули и провязали столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот, накид. И сюда же, в этот же столбик, ныряем, провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять накид. И вот у нас здесь было 7 столбиков с накидом. Отсчитываем центральный столбик, да, то есть получается 4. По верхушкам. Раз, два, три, 4. В 4 столбик нырнули, вытянули ниточку и провязали 1 столбик с накидом. Угу. 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь переключаемся вот на наш рельефный столбик. Да? Беремся просто за верхушку, не как рельефный, а как обычный столбик. И провязываем столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. Вернулись сюда же, провязали столбик с накидом 2. То есть мы сделали вот такую вот рогаточку. 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять отсчитываем в нашем веерочке 4 столбик, центральный. Раз, два, три, 4. За верхушку взялись и провязали столбик с накидом. Опять 2 воздушные петельки. И там, где был рельефный столбик, провязываем рогаточку. Столбик с накидом раз. Воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом 2. То есть, если внимательно приглядитесь, то вы поймете, что мы повторяем точь-в-точь самый первый ряд. Просто он у нас смещен в шахматном порядке. Видите, вот первая рогаточка, вот она. Столбик, так вот он. Опять рогаточка, вот она. Понятно? Несложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда опять встречаемся. Так, вот, провязали до конца ряда наши столбики, наши рогаточки. И заканчивается у нас ряд, получается как бы рогаточка, да? Но мы будем провязывать не всю рогатку. Смотрите, накид. В третью петельку подъема предыдущего ряда нырнули. И провязываем столбик с накидом. Раз. И просто сразу же столбик с накидом сюда же 2. Все, на этом наш ряд заканчивается. Далее опять 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И сюда же в этот же столбик провязываем еще один столбик с накидом. То есть мы с вами сейчас будем повторять точь-в-точь второй ряд. Да? Но тоже он будет смещен, получается. 2 воздушные петельки. Так. И смотрите, у нас идет один столбик с накидом. Мы его провязываем, в данном случае смотрим рельеф лицевой. Значит, и здесь будет рельеф лицевой. Угу. Итак, столбик рельефно-лицевой с накидом. Далее опять 2 воздушные петельки и рогаточка. Нырнули в арочку,
провязали столбик с накидом 1, воздушная петелька, и сюда же столбик с накидом 2. То есть я как бы не останавливаюсь на этом, потому что вы поняли, мы повторяем второй ряд. Угу. Все, давайте также до конца ряда, как в втором ряду, и все получится. Давайте. Так, смотрите, вот еще один ряд провязан. Как мы заканчиваем данный ряд? Получается рельефный лицевой столбик, 2 воздушные петельки, и заканчиваем точно так же, как и начинали. То есть к 3 петелькам подъема присоединяемся и провязываем 2 столбика с накидом. 1 и сюда же 2. Все, наш ряд закончен. Далее смотрим. По узорчику у нас должны быть маленькие веерочки, правильно? Но так как это как бы половинка веерочка, смотрите, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И сюда же, в этот же столбик, верхушку этого столбика, провязываем 2 столбика с накидом. 1 и 2. Все, наши полвеерочка. 1 воздушная петелька. Повторяем рельеф. В данном случае у нас будет рельефный изнаночный столбик. Захватили вот таким образом столбик сзади за крючком и провязываем по 2 петельки. Рельефный изнаночный столбик с накидом. 1 воздушная петелька. И здесь вспоминаем. Веерочек состоит из 2 столбиков с накидом. 1. Сюда же 2. Воздушная петелька. И возвращаемся опять. 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом. Угу. Вот. Все точно так же, как вот наш третий ряд. Угу. Все, давайте до конца ряда. И в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот наш третий ряд провязан. Заканчиваем мы ряд точно так же, как и начинали. Вот 3 столбика с накидом. Угу. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И помним, да, здесь должен быть большой веерочек, вот, состоящий из 7 столбиков с накидом. Но у нас будет половинка. Поэтому мы сюда же верхушку этого столбика, самого первого, провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Поняли, да? Половинка нашего веерочка большого. Далее. Воздушных петелек не делаем. Накид. Повторяем рельеф. Здесь у нас будет рельефный лицевой столбик. Захватываем сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку. И провязываем по 2 петельки. 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. Накид. Далее в арочку ныряем, да, нашего веерочка. И провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поняли, да? Опять у нас получается рогатка, рогатка, веерочек, большой веерочек. Точно так же, как и здесь. Рогатка, рогатка, веерочек, большой веерочек. Все, не сложно? Не сложно. До конца ряда повторяйте, получается, наш 4-й ряд. И в конце ряда встречаемся. Давайте. Так, смотрите, вот наши большие веерочки готовы. И здесь пол веерочка, да? Буквально 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Все, на этом ряд наш закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. Итого 5 воздушных петелек. Накид. Вот, смотрите, переключаемся там, где наши рельефные столбики, и провязываем рогаточку. Столбик с накидом 1. Воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Угу, угу. Опять 2 воздушные петельки и переключаетесь вот на наш большой веерочек. Именно отсчитываем 4-й столбик. 1, 2, 3, 4. В 4-й нырнули, провязали обычный столбик с накидом. То есть мы сейчас с вами повторяем прям идентично самый-самый первый ряд. Поняли, да? То есть дальше будет только повторение. То есть сам по себе узорчик 4 ряда. Рогатка, рогатка, веерочек, большой веерочек. Потом сместились. Рогатка, рогатка, веерочек, большой веерочек. То есть вертикальный раппорт узора, да, получается 8 рядочков. 8 провязали, с 9 опять начинаете самый первый. Понятно? Ну что, увеличим наш образец на несколько рядочков. Вот он так будет, да? Лучше выглядит. На несколько рядочков увеличим наш образец. Посмотрим, что в итоге получится. Для тех, кто умеет читать схемки, схемку сюда прилагаю.
Все очень просто, все очень легко, сами себя контролируйте. Кто не умеет читать схемку, обязательно посмотрите. Она настолько подробная, настолько понятная и простая. Посмотрите, где рельефные столбики, где обычные столбики, где воздушные петельки, и поймете, что читать схемки не так-то и сложно. Ну все, давайте увеличиваем наш образец на несколько рядочков и встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот такая вот красота. Очень быстро вяжется, очень легко, очень увлекательно, то есть не остановиться. Вот, смотрите. Все ровненько, все аккуратненько, ажурненько. Если это у вас будет палантин, то обязательно добавляйте по бокам кромочные столбики, да, может быть тоньше полосочка, там, может быть 3-5 столбиков, может быть длиннее 10 столбиков, да. Если это у вас будет какое-либо изделие, да, то, естественно, кромочные столбики можете не делать. Смотрите, как здорово. Вот так тянется из моей пряжи, то есть не тянется. А вот так вот побольше чуть-чуть тянется, видите? Вот такая красота. Эта сторона у нас лицевая. Видно четко наши рельефные столбики, видите? Выпуклые. Эта сторона, естественно, изнаночная. Тоже красиво, ровненько, аккуратненько, то есть не придраться, да? Видите? Но за счет рельефных столбиков. И вы можете не делать рельефные столбики, будете делать обычные, тогда у вас будет изделие двустороннее. С рельефными, конечно, сразу же определяется, где лицевая сторона, а где изнаночная сторона. Давайте замерим красоту сегодняшнюю. Так, я, получается, набирала 33 воздушные петельки. Если моей пряжи, моей крючком, моей плотностью вязания, ну, допустим, да, то сколько у меня это получается? У меня это получается вот 14, так, выровняем, 14 сантиметров. И тут, получается, у меня вышло раз раппорт, 2 раппорт, 3, 4, 16 рядочков. И самый первый наборный получается 17. Давайте замерим, что это у нас будет по самой верхней точке, да. Это вот, смотрите, 14,5 сантиметров. Как вам? Огонь? Я думаю, огонь. Конечно, я выбирала узорчик для палантина. Вы можете, конечно, что это может быть? Ну, различные, помимо палантина, накидочки, может быть, там летнее парео, там, да, может быть, в юбочку вставить, точно так же летний. Ну, потому что сам узорчик располагает, да, дырчатый, да. А с другой стороны, можно брать и ниточки потолще, у вас будут и шарфики, и снудики, а почему бы нет. Узорчик не новый. Кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вы вязали, что у вас получилось. Кто не вязал данным узорчиком, подбрасывайте идейки, что можно связать. Девчата читают, кому-то ваша идейка понравится. Как вам сегодняшнее видео, сегодняшний узорчик? Надеюсь, вам понравился. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты, чтобы посмотреть потом в удобное для вас время. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.